компания Brainysoft уже почти 15 лет на рынке систем учета для микрофинансового сектора. Лично мой опыт был в том, что я свое первое серьезное дело начал в микрофинансовом бизнесе, в онлайн-микрофинансовой организации в период такого расцвета, это 2014-2015 год был. Соответственно, система уже протестирована на достаточно высоких нагрузках, и сейчас более 90 организаций уже работает на этом софте. Соответственно, мы являемся еще резидентами Сколково достаточно долгий период. Что такое Helios by Brainysoft, соответственно? Это платформа, кстати, сколько людей понимает английский здесь на базовом уровне? Поднимите. Отлично. Больше половины понимает, еще плюс на русском я буду дублировать тогда. Платформа позволяет кредитовать людей в криптовалюте, соответственно, в нашем внутреннем токене, либо в других криптовалютах. Немножко пройдемся по рынку. В общем и целом рынок по разным оценкам планирует подняться от 500 до 1 триллиона долларов, соответственно, от 500 миллиардов до 1 триллиона в ближайшие 5-6 лет. Если кому будет интересно более детальное исследование, наш white paper, 56 листов мною написанных, но мало кто это читает, буду очень рад, если кто-нибудь пройдется, хотя бы понятно. Соответственно, кто участники нашей площадки? Это кредитор, заемщик, риск-аналитик, KYC-провайдер. KYC – это, соответственно, идентификация пользователя, которая очень сильно разнится, например, в Соединенных Штатах и где-нибудь в Африке, либо в Индии. Коллектор и вебмастер. Коллеги из World Wi-Fi отлично прошлись по CPA-модели, она также супер применима к финансовой сфере и сейчас работает на полную катушку, собственно, в текущих условиях CPA рынка финансового, российского и мирового. Как происходит все это, если обобщить в Helios? Соответственно, мы используем блокчейн как децентрализованное кредитное бюро и пытаемся здесь получить вот эту синергию, когда большие данные соединяются вместе с блокчейном, и любой человек, который получает доступ к блокчейну, может эти данные анализировать. Соответственно, если кто-то сталкивался здесь с риск-аналитикой для микрофинансовой сферы, либо для банковской сферы, вы поймете этот кайф, когда вы, например, получили доступ к базе Сбербанка, либо к базе ВТБ, которую вы можете анализировать. Соответственно, предиктивность вашей модели возрастет в несколько раз. Соответственно, риск-аналитик использует децентрализованное кредитное бюро, данные оттуда, и использует данные из мобильного приложения. То есть приложение на Android, всего порядка 50-70 метрик, которые вы можете комбинировать и проставлять различные коэффициенты, чтобы выстроить также свою риск-модель. Ну и, естественно, KYC-провайдеры, потому что в противном случае вы просто не сможете идентифицировать своего клиента, и это будет чистый фрод, все люди будут воровать токены. Соответственно, в плане KYC мы используем KYC Marketplace, предлагая различным методам между собой, соответственно, конкурировать. То есть есть, например, видеоидентификация, есть идентификация по отпечатку пальцев, есть блокчейн-идентификация. Это все достаточно серьезно сейчас развивается. На эту тему есть отдельная презентация, если кому-то будет интересно. Соответственно, в дальнейшем кредитор уже выбирает один из риск-алгоритмов, который ему будет интересен, например, который фокусируется на Африке, на какой-то определенной стране, либо, например, Индии, либо уже России. И с помощью веб-мастеров уже непосредственно получает клиентов на этот риск-алгоритм. В случае успеха, то есть когда отсеивается определенное количество заемщиков, которые подходят по данным критериям рисковика, они получают эти токены, и токены уже в дальнейшем на бирже обменивают в фиат. Если брать конкретно структуру техническую, то на бэке это реализовано с помощью API интеграции с биржей, во фронте это обычная кнопочка обменять и удобный для заемщика способ обмена на фиат. В случае задержки используются методы soft collection, то есть это когда не стучаться, грубо говоря, в дверь заемщику из-за 100 или 200 долларов, а используются различные увещевания через почту, социальные сети, СМС и прочие методы.
Если взять в целом, то рынок soft collection и различные финтех-решения на нем достаточно серьезно сейчас развиваются, и это банально дешевле взыскивать долги маленькие с помощью телеком-средств и различных социальных сетей и прочего. Немножко пройдемся по токену. Соответственно, наш токен реализован 8,5 миллионов токенов для комьюнити. Соответственно, полный премайнинг, не будет дальнейшего майнинга в системе. Токен используется в данных use cases между различными участниками и плюс еще для покупки членства на платформе. Соответственно, если кто-то из вас знает такую платформу, как Salt Lending, они работают в Штатах и делают займы залоговые с Ethereum. Буквально несколько недель назад они запустились, их токен показывает хорошую экономику, они выпустили 125 тысяч, соответственно, членств на платформе и продают их только за токен. То есть, с одной стороны, они сделали чистый utility токен и спокойно представляются в Нью-Йорке на различных конференциях и спокойно стоят перед SEC, так скажем. С другой стороны, выпустили токен, получили финансирование для площадки. Наша команда, здесь две самых ярких личности, это Галина Бахметьева, которая делает уже этот софт более 15 лет, стояла у истоков Brainysoft, начинала с рынка СНГ и потом уже перешла в Россию. И Виктор Орловский, бывший вице-президент Сбербанка, который на данный момент работает в Долине. У нас на Medium отличная статья про его путь туда и те сложности, с которыми он столкнулся. Теперь ко второй части моей презентации. У нас есть аудитория, которая достаточно финансово грамотная, которая разбирается в продукте и задает какие-то более каверзные вопросы. Есть аудитория более, с меньшей финансовой грамотностью, которая задает вопросы, которые для меня были очевидны. Например, как Helios отличается от BitConnect. Кто знает, что такое BitConnect? Кто слышал об этом? Один человек в зале? Два человека в зале. Отлично. Ну хорошо, начнем с истоков. То есть BitConnect это система, которая включала в свою формулировку очень классные слова типа open source, cryptocurrency, community driven и так далее. Вещи, то, что делается сейчас, пишется в большинстве блокчейн-проектов. А суть была в том, что она предлагала High Yield Investment Program, что по сути равнялось схеме Ponzi либо стандартной МММ. Чуть позже я покажу скриншот с их сайта, что предлагала, собственно, эта схема. Что такое Helios? Helios — это P2P, соответственно, платформа кредитования, которая базируется на уже успешной команде и включает в себя более 8 технологий, в том числе технологию приватного блокчейна. Переходя непосредственно к разнице, в чем была разница? BitConnect был основан неизвестными. И если в случае с Сатоши Накамото это выстрелило и принесло всем огромный хайп, то в случае с BitConnect, немножко забегая вперед, это принесло разочарование, и множество людей просто сейчас остались без денег. Как в случае с МММ, конечно. Brainysoft вы можете погуглить, посмотреть, особенно если вы говорите по-русски, сколько существует сайт, сколько существует решений, сколько мы находимся сколков. Все аккаунты и social media открыты, соответственно. Второе отличие, как я сказал, BitConnect по сути предлагает многоступенчатую реферальную программу, что в принципе отличает MLM-системы. В случае с Helios это, соответственно, децентрализованное кредитное бюро, токен-экономика, KYC, Marketplace и Marketplace риск-аналитики, то есть тех алгоритмов, которые дают, по сути, в будущем гораздо больший разброс кредитных продуктов, чем, например, на Lending Club, либо Prosper, где вы имеете 4-5 инвестиционных продуктов. То есть мы идем к расширению этого предложения, соответственно, больше конкуренции, лучшему предложению для заемщика. Кто ловит мою мысль? Никто не поймал мысль. Хорошо. Соответственно, в случае с BitConnect, как это выглядело? Соответственно, была некая градация по количеству инвестиций, которые вы вкладываете в систему, и как вы классно эти деньги возвращаете с ежедневной доходностью. В нашем случае мы никогда не предлагаем какую-то доходность определенную, фиксированную в системе, потому что
это может показать только рынок после того, как продукт уже непосредственно будет разработан. И наш roadmap, наша шкала разработки, она непосредственно описана на нашем сайте gelios.io. Кому будет интересно, заходите, смотрите. Четвертая разница, просто базис, терминология лендинг. То есть что такое лендинг? Это когда вы какой-то актив даете некому человеку в пользование, да, ну, в нашем случае денежные средства, он эти деньги возвращает и вы получаете с этого свою маржу, соответственно. То есть должен быть как раз классический алгоритм, который я описал выше, когда вы делаете некий скоринг, вы даете средства, эти средства возвращаются, ну или не возвращаются, и вы их уже взыскиваете, но все равно вы получаете положительное математическое ожидание, свою прибыль в общей сложности, так скажем. В случае с BitConnect это MLM-схема, то есть схема последнего дурака, когда вы получаете деньги последних людей, которые приходят на платформу. Ну и как бы я не хочу быть очень умным, здесь показываться очень умным, мы об этом говорили всему нашему комьюнити, что это скам, но подтвердилось это буквально вот пару недель назад, SEC вышли после Рождества, и в штате Техас и Северная Каролина вышли 2 иска против BitConnect, запретили их ICO, и уже комьюнити начало так потихоньку сгущать тучи над этой системой. В общем, они прикрылись, и курс их обвалился, ну, 10-20. И вывод из всего этого, что BitConnect, в принципе, не имеет ничего общего с термином лендинг, и нам бы очень хотелось, чтобы люди различали Gelios, соответственно, и BitConnect. У кого будут вопросы по, соответственно, инвестированию в наш проект, либо в целом пообщаться по финансовой сфере, кто понял мою мысль, пожалуйста, обращайтесь, контакты здесь, я тоже здесь. Спасибо. Спасибо огромное. Да, есть вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, может быть, я путаю, с микроманией есть какая-то или схожая, или разная сторона? У Микромании, да, была идея с децентрализованным кредитным бюро, но, может быть, кто-то меня поправит, кто-то нет. Вторая была идея ключевая, то, что у них действующий бизнес там, в Камбодже, в Юго-Восточной Азии, и roadmap был прописан на другие действующие бизнесы. Я не очень понимал экономику токена, то есть я отлично знаю, в принципе, общались с их основателем, но не очень понимаю, как токен у них используется применимо к реальному бизнесу и к децентрализованному кредитному бюро. Что мы пытались выстроить в своей системе, так это хорошую экономику токена, когда инвестору, контрибьютору, да, было бы понятно, в чем токен используется. И здесь, соответственно, 2 главных use cases, таких общих, так скажем, это покупка вот этих членств, да, которые ограничены количеством 15 тысяч для кредиторов на платформе. Либо вы можете без членства на платформе кредитовать уже в токене Gelios, и, соответственно, все комиссии между всеми участниками системы, они уже оплачиваются в токене, то есть в этом смысл. То есть, с одной стороны, у нас есть исследования по net flow, то есть по общему объему средств, которые крутятся на P2P площадках классических, которые не глобальные, а действуют, оперируют в одной стране. И даже самые маленькие из них, которые развивались с венчурного финансирования в 3,7 миллионов долларов, имеют net flow порядка 100-150 миллионов долларов. Поэтому это в месяц. Соответственно, мы не предсказываем цену токена, а говорим, делайте свои собственные исследования, смотрите и уже сами делайте решение. Потому что предсказывать цену токена, мне кажется, это тоже немножко попахивает скамом всегда. Спасибо. Здесь еще два вопроса. Знаете, хотел спросить, я на сайте видел, у вас компания-организатор, она зарегистрирована в Великобритании? В UK, да. Сегодня был прям вебинар нашего Legal Advisor Антона Пушкова, очень советую посмотреть. Да. Да, и вот просто мне интересно, почему в Англии, потому что, место, такое непривычное, да, обычно все делают в офшорах, там все-таки риски, того, что будет близко смотреть намного выше. И какая вообще у вас структура в том, выстроена, может быть, у вас до этого есть офшор, который организовал эту английскую компанию?
И как вы решаете вопрос с тем, что вот эта деятельность лицензируемая? То есть то, что в Англии, ну, это точно лицензируемое, и, скорее всего, в других вот как-то это обходится или получается лицензия? Насчет лицензирования. То есть прежде чем лицензировать P2P кредитование, я начну с конца, получается. Прежде чем лицензировать P2P кредитование в криптовалютах, надо определить статус криптовалюты. Пока только, насколько я знаю, может быть, тоже меня поправите, в соседней Беларуси определили статус четко в рамках их инновационного центра. Да? Соответственно, почему UK? Потому что это трастовая юрисдикция, это не Сейшелы, да, когда там деньги ушли и маловероятно, что ты их отследишь дальше. Это трастовая юрисдикция, которая, с одной стороны, внушает доверие инвесторам, с другой стороны, у них достаточно, мне кажется, разумный подход к криптовалюте. Они не выходят как секс с громкими заявлениями, хотя это, в принципе, так скажем, подотчетная, да, юрисдикция США. Они смотрят на то, что происходит, и уже дальше планируют делать какие-то выводы. Еще один момент, на котором мы акцентируем внимание, в том числе в своем roadmap, то, что в UK достаточно активно развивается регуляторная песочница, когда при неких определенных рамках по выручке и другим финансовым показателям вам дают спокойно развиваться, и регулятор просто смотрит на вас. Да? Это то, что пытается сейчас сделать ЦБ, некоторое время, но пока не очень получается. Соответственно, при успешном токен-селе мы планируем апеллировать уже в эту песочницу и самим идти к регулятору и говорить, вот у нас есть такая идея, давайте на нее вместе смотреть, ее развивать. Потому что понятно, что деятельность регулируется, но если бы эта деятельность уже регулировалась сейчас, то, скорее всего, было пару юникорнов, единорогов, да, которые бы этой сферой владели, как это сейчас происходит в Фиате. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Позволите тоже вопрос? Да, конечно. Антон Редько меня зовут. Жан, подскажи, пожалуйста, а почему только крипта? То есть